Конфеты из свеклы. Думаю, что таких конфет вы еще не пробовали. Нам понадобится приблизительно 2 свеклы. У меня сейчас 500 грамм в данный момент. Свеклу нужно, конечно же, помыть и почистить либо ножом, либо другим удобным способом. Затем мы должны будем свеклу натереть. Я ее порезала на куски, потому что мне так удобнее, мне не очень большая терка в данный момент. И я натираю не на мелкой, не на средней, не на крупной, а вот именно на той части терки, которая измельчает, которая предназначена для того, чтобы измельчать продукт. Можно сделать это, конечно же, и блендером, если он может измельчать у вас до такого состояния массы. Посмотрите, как это должно выглядеть. После того, как мы перетерли все имеющееся у нас количество, мы загружаем это в кастрюлю, в которой собираемся это проваривать, и нам потребуется 1 лимон. В принципе, нам нужен не сам лимон, а нам нужен лимонный сок. Я выдавливаю его вот таким вот образом рукой и через другую руку на случай, если вдруг какие-то семена вывалятся, чтобы они попали сначала мне на руку, а не в свекольную массу. И в общей сложности из целого лимона я выжила сок, и теперь я добавляю сахар в объеме 500 грамм. То есть смысл в том, что количество закладываемого сахара должно быть 1 к 1 со свекольной массой. Вот поэтому, если у вас другое количество свеклы, то, соответственно, другое количество сахара. Все это мы перемешиваем, всю свекольную массу мы хорошо перемешиваем с сахаром. И на медленном огне, на очень медленном, очень тихом огне в течение 30 минут мы томим это под крышкой. По истечении этого времени мы готовим без крышки, также на очень тихом огне, все время помешивая массу. Мы не должны ее жечь, она не должна подгореть, иначе цвет испортится и запах тоже будет не очень. И мы должны довести массу вот до такой вот консистенции. Видите, это как очень плотный такой джем или варенье, да, чтобы вот, когда вы поднимаете ее на ложке, чтобы она с трудом с нее вот так вот сваливалась такими комочками. Вот до такой массы мы доводим, такой консистенции доводим массу и даем ей немного остыть. Подготавливаем доску, коврик для роллов, и на него сверху мы кладем пищевую пленку в необходимом размере. Также нам потребуется немного растительного масла. Этим маслом мы смазываем поверхность пищевой пленки, так чтобы масса, которую мы будем закладывать, не прилипла к ней. Затем поверх мы засыпаем обжаренные кунжутные семена. В общей сложности на весь рецепт у меня ушло около 4 столовых ложек. Но опять же пропорции вот эти, они зависят уже от ваших вкусовых предпочтений. И также кокосовая стружка в общей сложности ушла 4 столовые ложки. Кстати, вы можете использовать и какие-нибудь другие кондитерские посыпки, присыпки, вот в зависимости, вот как вы думаете, что еще может подойти к свекольному вкусу. Теперь мы, когда масса немного подостыла, она не будет в этот момент уже совершенно абсолютно холодная и не должна быть, мы закладываем всю вот эту свекольную сахарную массу поверх насыпанного слоя кунжутных семян и кокосовой стружки. Равномерно ее распределяем, как если бы вы, например, делали рисовый ролл и закладывали рис. Равномерно распределив, мы даем массе остыть где-то приблизительно около 20 минут, остыть естественным образом. И после этого, когда масса подостыла, мы сверху опять посыпаем кунжутными семенами и кокосовой стружкой или любой другой кондитерской посыпкой. И начинаем сворачивать ролл, точно так же, как мы делаем это обычно. Я показываю все очень медленно, на самом деле, конечно, это происходит быстрее, потому что обычно возникает очень много вопросов, как же все-таки заворачивать ролл.
Обратите внимание на то, где находится пищевая пленка. Она не должна уйти у вас вовнутрь, не закрутите ее в ролл. После того, как вы уже закрутили массу, поднимите аккуратно пленочку и уже закрученный ролл оберните этой пленкой. И опять-таки вот эту уже обернутой пленкой ролл мы закручиваем обратно в коврик для роллов, чтобы форму лучше схватила масса. Масса лучше схватила форму, и кладем в холодильник на 30 минут. По истечении этого времени масса должна была совершенно абсолютно схватиться и принять форму ролла. Мы ее разворачиваем, вынимаем из пленки, и можно приступить уже к нарезке. Получатся такие ролльные конфетки. И для того, чтобы легче было его нарезать, чтобы масса меньше прилипала, она все равно будет прилипать, к ножу мы смазываем нож растительным маслом без запаха, растительное масло без запаха. И, как обычный ролл, нарезаем и получаем вот такие вот симпатичные, красивые конфетки в виде кружочков, роллы такие. Если вы насыпете вовнутрь начинки побольше, то и этот слой, соответственно, будет лучше видно. Например, особенно хорошо будет смотреться вот именно белая кокосовая стружка. Побольше насыпьте, и побольше ее вот лучше будет заметно по самой структуре ролла. И вот такую красоту мы получаем. Теперь осталось только как-нибудь это все задекорировать. Опять же, вот я использую кокосовую стружку или, как я повторю, любую кондитерскую посыпку, присыпку, которая подойдет по вкусу. И вуаля! Вот такой интересный вариант, как можно разнообразить свои десерты. По поводу вкуса. Очень сладкое блюдо, такое тянучее. Мне больше всего напомнило это мармелад. То есть я бы ближе всего сравнила это с мармеладом. Попробуйте приготовить и оцените сами. Так что лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!